А, смотрите сюда. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня мы с вами готовить не будем. Сегодня будем пить пиво. Значит, я объявляю пивной сезон открытым. Готовить, конечно, мы будем. Но блюдо очень простое. Это у нас будет форелька. Мелкую форель я купил, друзья. Горячее копчение. Под пиво просто класс. Форель у нас продается уже, друзья, потрошенная, чистенькая, без чешуи уже. То есть она практически готова. Здесь готовки будет очень мало, но результат будет супер. Рыбку я просто всполосну. Она вся чистенькая. А теперь, друзья, я это называю интенсивной засолкой. Двухчасовая интенсивная засолка. Значит, пересыплю солью дно посуды. И выкладываю рыбу вот так, животиками вверх. Пересыплю сверху. И теперь в животике. Вот так пересыпал солью. Теперь закрываем крышкой. И 2 часа она вот так у нас посолится. Это такая интенсивная, обильной солью обсыпал. Но за 2 часа зато она будет готова, друзья. Все. Ровно 2 часа прошло. Вот минута в минуту, друзья. Видите, за 2 часа уже успевает она поменяться. Видите ее. Смотрите, сколько влаги, во-первых, выходит с рыбы. Соль вытягивает. Все, рыбка у нас готова. Сейчас что делаем? Просто смываем соль. Не вымачиваем, не выдерживаем в воде. Ни в коем случае. Потому что у нас засолка была очень короткая. Просто смываем соль и будем рыбу сушить. Вот всего 2 часа прошло, друзья. Но вот соль делает свое дело. Она уже всего за 2 часа задеревенела, как говорится. Потому что влага из нее выходит. Соль вытягивается.
Все, рыбка у нас соленая. Теперь ее надо вот так полотенцем обсушить. Это чтобы ускорить процесс сушки, который ей сейчас предстоит пройти, друзья. Теперь каждую рыбку насадим на крючок. Друзья, это не принципиально, за голову или за хвост. Такой прям огромной никакой разницы нету. Хоть и говорят, что да, там лучше за голову, одни говорят, нет, лучше за хвост. Но вот я, исходя из своего опыта, говорю, что никакой существенной такой прям разницы нет. За голову вешать или за хвост. Главное повесить, главное, чтобы она высохла. На днях купил нержавеющую проволоку. Из нее сделаю новые крючки. Намного удобнее, чем вот такие. Они ржавеют со временем. Надо каждый раз чистить. Из нержавейки удобнее. Все, пошли вешать рыбку. Друзья, вот здесь образуется у нас шикарный сквозняк. И мух нет, самое главное. То есть у нас все в сетке. Так, развешиваем рыбу. Вот так. Часа 2 она у нас должна здесь подсохнуть. 2 часа, я думаю, вполне достаточно, учитывая, что сегодня такой хороший, свежий ветерок. Через 2 часа вернемся. Друзья, рыбка там уже подсохла. Сейчас будем ее снимать. Пока разожгу огонь. Абсолютно сухая. Это очень хорошо, друзья. Значит, дым ляжет хорошо. Все здесь красавицы. Так, теперь, не торопясь, мы их все здесь развесим.
Рыба мелкая относительно. Так что коптить будем минут 45, я думаю, достаточно. При температуре 70-80 градусов. Рыбка еще минут 5-10 готова. Друзья, что у меня здесь варится, посмотрите. У нас же сегодня с вами пивной день, друзья. Открытие пивного сезона. Нохут по-бакински. Друзья, как я и говорил, температура держалась между 60 и 80. В общем, в среднем 70 градусов. Уже начало падать. Дрова я уже не подкидываю, потому что уже прошло 50 минут. Я думаю, там уже все давно готово. Все, поднимаю колпак. Смотрите сюда. Идите сюда, мои красавицы. Посмотрите, животики. Все какой цвет. Приятно. Вот на солнышке покажу вам. Смотрите. Супер. Ну и для этой малышки тоже место найдем. Опа! Все 13 штук здесь. Друзья, вы любуйтесь пока рыбкой. Сейчас я еще кое-что принесу. Друзья, моя любимая. Бакинское разливное, НЗС. Вот эту кружку вы помните, старая советская. Но она, знаете, насколько старая? Она где-то 70-х, 80-х. Вот так. А вот эту кружку, друзья, я вам презентую первый раз. Это совсем старая советская. Она 50-х, 60-х, может даже 40-х, я не знаю. Знаете, как я раздобыл? Это вообще супер. Вот сегодня 2 кружки. Посмотрим, из какой лучше пьется, из какой пиво вкуснее будет. А теперь, товарищи бакинцы, нохут. Без него ни одно пивное застолье не проходит. Посмотрите, какой контраст. Горячий-горячий горох, нут и холодное-холодное пиво. Все, друзья. Их в центр. Сначала выпью вот из этой. Самый антикварный. Друзья, оператор меня чуть не убил, взбунтовался. Увидел такое пиво, вот приходится ему тоже наливать. Ваше здоровье. Ой, как вкусно. Друзья, как будто попал в
50-е, 60-е годы. Вот. Вкус такой, кружка такая, все супер. Кстати, вот эта кружка, помните, где, в каком фильме была? «Кавказская пленница», когда они стоят, друг другу кружки передают пивные. Вицин, Моргунов, Никулин. По-моему, вот именно такая кружка там и фигурировала. Помните? Если не такая, напишите. Но, по-моему, именно такая была. А рыбка, знаете, как раз она остыла. Минут 15 постояла на ветре и остыл. Конечно, из холодильника будет еще лучше. Ну, так тоже пойдет. Сейчас мы ее разделаем. И посмотрим, как она у нас. Вот она, друзья. Косточку изымаем. Центральную. Форель чем хороша? Костей мало, сами знаете. Да, вот эту центральную кость. Вот. Как из мультика. Вот посмотрите. Ну, форель горячего копчения. По крайней мере, в нашем городе. В Баку очень популярная закуска. Пивная. Почти во всех пивных дают. А я, как ни странно, сам никогда не делал еще. Вот из-за этого и решил. Форель. Конечно, рыба очень вкусная. Единственный минус, что, вот, например, скумбрия, она же дикая, гарантированно дикая, да, рыба. А форель, мы знаем, что ее выращивают. Ребята, ну какой вкус. Зараза, нежнейшая, да, рыбка. Посмотрите, как расходится. Просто удовольствие. Фантастика. Я специально взял самую мелкую форель. Она и самая дешевая бывает. Вот в Баку на базарах, вот на 8-м базаре, мелкая форель стоит 11 манат. Бывает, можно даже дешевле, за 10 тоже договориться. Это, кому непонятно сколько это, переведу в доллары. Это примерно 6-6,5 долларов за килограмм. Взял самую мелкую, почему? Ее, во-первых, закоптить проще. Маленькая, приготовится быстрее. И потом, знаете, так удобно кушать. Вот порционно кладешь перед собой рыбку, сидишь, попиваешь пиво. И вот так ее разбираешь по кусочкам и кушаешь. И не забываем нохудик. Я уже не один раз говорил про эту бакинскую пивную закуску, которую, я не знаю, не то ли придумали у нас, не то ли только у нас. Я знаю, что у нас и в Дагестане. Больше нигде не видел, чтобы нохуд вот такой сваренный в соленой воде, чтобы подавали его в пивных. Может, еще где-то есть, не знаю. Как раз пишите. Может, в Узбекистане. Там нохуд тоже знают, любят. Может, там тоже в пивных принято, не знаю. Но я всегда это называю бакинской закуской пивной. Все, кто хоть раз побывал в Баку, ну, я имею в виду мужиков, да, пьющих, все запоминают это на всю жизнь. Вкус вот этого нохуда с пивом. Настолько это просто и вкусно. Будьте здоровы. А пиво-то у меня закончилось, друзья.
Губит людей не пиво, губит людей вода. Это с какого фильма, не помню. Будьте здоровы. Так что вот так, друзья. Пивной сезон объявляется открытым на Каспийском береге. Начинается уже жара. Будем пить пиво и готовить закуски к нему. Различные закуски. Скоро я начинаю осваивать холодное копчение. А это отдельная наука, друзья. Целая отдельная область. Так что видео будет на эту тему тоже немало. Пока довольствуемся горячим копчением. Будьте здоровы, чтобы у вас всегда было что выпить и чем закусить, друзья. Все, спасибо большое за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.